26-я серия аниме «Блич. Тысячелетняя кровавая война» сотрясла сообщество бличиманов всех стран. Не только новыми боями или перемешиванием событий, но в первую очередь совершенно новым для истории Банкаем. Банкай Хирака Шинджи не очень подходит на эту роль. Все же он появлялся, пусть и в новелле. К тому же у него есть четкое описание, что он делает, почему и как. Банкай Синджумару Шутары же это совершенно новое творение Тайта Куба. Ну что же, давайте ознакомимся с основными теориями про эту новую способность. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю по ходу только про Блич. Итак, теория первая. Точнее, даже не теория, а просто поверхностный взгляд среднего человека, не читавшего мангу. Банкай одного из нулевого отряда действительно выглядит так, будто бы 4 нулевиков сильнее всего GTA 13 вместе взятых. Невероятно красивый, пафосный и даже 3D-шный ткацкий станок не сильно портит впечатление. Именно вот такой Банкай и должен раскатывать в нулину сразу 6 элитных Квинси с копом. Королевская стража показана сверхгрозным противником, с которым следует считаться. Но нам же этого поверхностного взгляда мало. Хочется понять, что произошло на самом деле. Словами нам вряд ли что-то объяснят, даже в 3-м сезоне. Так что теперь все зависит от нашей эрудированности и внимательности. We need to go deeper. И давайте начнем с того, что предшествует включению Банкая. По утверждению самой Синджумару, сила нулевого отряда настолько велика, что они запечатали свои настоящие мечи жизнями всей 4. А чья именно сила освободится, выбирает не Майя. Все же кому, как ни кузнецу, лучше знать, чей Банкай лучше всего подойдет против Квинси, которые усилились после Аусвелена. После чего Киринджи, Хикифуны и Немайя совершают Роскомнадзор. Шутара произносит «Банкай», и все 3 мира начинают трясти. Понятное дело, что это из-за высвобождения огромной мощи, но из-за чего конкретно? Как говорил Ичибей, Окен, он же Ключ Короля, не так он выглядит, это неверная визуализация из аниме. Так вот, Окен находится в костях всех членов нулевого отряда. Причем в новелле «Не убойся своего мира» Ичибей еще и дополняет это тем, что Окен привязывает всех нулевиков ко дворцу короля душ, а дворец связан с самим королем душ, который и держит 3 мира. Таким образом, Роскомнадзор нулевиков освободил истинный меч пряхи. И эта мощь повлияла через дворец на самого короля душ и, соответственно, на все 3 мира. Вы спрашиваете, почему тогда Банкай Ичибея не произвел такого же эффекта? Ну, этому есть 2 объяснения. Во-первых, у него не Банкай, а Шинучи, потому как он обучился этому навыку еще когда не только не существовало Банкаев, а даже не было такого термина, как Банкай. Во-вторых, основа его силы не Риацу, как у остальных, а сама тьма. Соответственно, никаких возмущений в мирах не происходит. Ответы на эти и другие вопросы вы могли услышать на проходившем недавно стриме, на который забегали и другие ютуберы по Бличу, такие как Рабаши, Окабалора, Space Potato, ну и Тада Аниме, который, собственно, и рассказывал про эти тонкости нулевого отряда. Ладно, переходим ко второй теории. Она супер простая. Ткачиха помещает противников в иллюзии, настолько реальные, что воплощает их в реальность. Но чем по факту это отличается от абсолютного гипноза Кьёко Суигетсу, понять сложно. Занпакта Айзена в таком случае будет выглядеть бледной версией банки Шутары, ведь там лишь иллюзия, а здесь реальность. Оттенять одного из лучших злодеев аниме — это не самая лучшая идея, к тому же это Банкай нулевика, который подан с такой помпой, что должен делать что-то, что выходит за рамки обычной иллюзии. Поэтому трансформируем эту теорию в 3-ю. Но мне еще нужно поблагодарить тех, кто подписался на Бусти. Там люди получают дополнительный контент и смотрят ролики раньше, чем на Ютубе. Вы также можете к ним присоединиться, перейдя по ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. Спасибо за поддержку, а мы продолжаем. 3-я теория, если кратко, звучит так. Синджумару Шутара в Банкае шьет ткань реальности.
Ведь как ни одна достаточно развитая технология неотличима от магии, так и ни одна достаточно развитая иллюзия неотличима от изменения мира по-настоящему. Предпосылку к этой теории можно найти в 24 серии, где Шутара сначала скрывает себя так, что Лилье простреливает голову иллюзии, а потом и вовсе раскрывает то, что настоящий дворец короля душ находится в совершенно другом месте. Да, тут она действовала на пару с Ичибеем, но все же эти полотнища могли быть как иллюзиями, так и частями пространства, спреденными Шутарой. Так почему бы Банкаю тоже не действовать как создание полотнищ со своими кусочками пространств, которые идеально подходят для убиения врага? Доказательства в пользу этой теории находятся на поверхности и проговариваются самой Шутарой. Тут мне стоит сообщить вам, что здесь и далее в видео я строю догадки на основе английских субтитров. Так что я в душе не чаю, как там переведено на русский у вашего любимого фандап или фансап коллектива. Итак, поехали. Разматываю первый моток. Обильное цветение очей. Да станет слеп тот, кто смотрит на их мощь. Вечная слепота – худшая смерть для снайпера, и Шутара заточает Лилье без силы оси X, потому что непонятно, куда стрелять, если ты не видишь цели. Разматываю второй моток. Доспех из шипастой стали, и ты, не выдержав его тяжесть, останешься навеки запечатан. Тут, во-первых, прямая отсылка на старинное орудие пыток – Железную Деву. Во-вторых, сила смертельной дозы Аскина никак не поможет ему преодолеть 3 тяжеленных куска стали с шипами. Он попросту не выберется, но и не умрет, оставаясь в состоянии вечной пытки. Разматываю третий моток. Недра черного песка. Втянутый этими руками, ты встретишь свой конец. Причем в аниме ясно видно, что Пернида пытается применить свою силу скручивания в клубок на окружающее пространство, но это не работает. Такое количество песка свернуть в клубок или сделать с ним еще что-то попросту невозможно. Манга-ридеры подтвердят, что большое количество чего-либо хорошо работает против Перниды. Разматываю четвертый моток. Скованное льдом постельное белье. Поддайся сну на нем и более не шевелись. Заморозить — это классический способ остановить противника. У нас, минимум 2 шинигами владеют силой льда. И опять же, манга-ридеры подтвердят, что если Жерара оставить замороженным в одиночестве, то он ничего не сможет сделать. Разматываю пятый моток. Пылающее поле. Не будет тебе спасения, пока не превратишься в пепел. И тут наша теория начинает давать трещину. Потому как огонь, как таковой, не контрит шрифт Хашвальта от слова совсем. Но это можно исправить, если взять во внимание то, что именно Хашвальд больше других обращал внимание и будто бы даже опасался пламени старика Ямамото. Да, на лице у него вечный покер-фейс, но тем не менее к нам снова приходят манга-ридеры и напоминают, что у Белобрысова есть проблемы с огнем. Так что засчитаем, но только наполовину. Разматываю шестой моток. Звезда темной ночи. Поглотись же своей бездной и отправься в загробную жизнь. Тут наша стройная теория резко ломается об Исиду, потому как Санжумару уготовила ему смерть от Аусвелена. Это объективно он. Крест Квинси, визуальные эффекты. Все указывает именно на перераспределение. Но Исида же единственный нечистый Квинси, который выжил от одного из предыдущих раундов Ауса. Можно даже предположить, что он к нему в принципе не чувствителен. Так что Аусвелен не контрит силы Исиды. Но в теории может быть его страхом, как у Хашвальта огонь, например. Типа, Исида боится того, что Яхве сочтет его ненужным и точно так же перераспределит силы. Но все же это слабый аргумент, и в целом Урю резко выбивается из стройной теории. Ну и если вам интересно, то в конце Санжумару говорит: «Взгляните, злодеи, на то, как я спускаю ткань с этого станка. Ткацкий станок шестицветных пылающих узоров смерти». Казалось бы, теория хорошая,
но что-то в ней не сходится. Например, то, почему Санджумару настолько точно угадывает слабости Лилье, Аскина и Перниды, что создает для них идеальное пространство с условиями, полностью контрящими их силы. Шутара никак не могла знать о Белке Квинси, так почему она предсказывает их судьбы? Стоп, это уже 4-я теория. Санджумару Шутара своим банкаем плетет судьбы тех, кто попал в ее сети. Прямо как Мойры из мифов Древней Греции. Те, кстати, тоже были пряхами. Теория очень хороша тем, что пространство делать это, конечно, круто, но когда полностью меняется или даже предвосхищается судьба сразу 6 личностей, обладающих невероятной силой, вот это уже точно может пошатать все 3 мира. Давайте подбирать доказательства. И начнем мы с перевода названия банкая. Так как я не силен в японском, то обращаюсь к Reddit, где пользователь под ником Saturn Ekplis полностью разобрал название банкая. Так что я вам сейчас кратенько перескажу эту статью. Итак, банкай зовется Шатацу Карагара Шигара Мицуджи. Или же вот так на японском. Все эти иероглифы по отдельности взяты из текстов 8 великих бодхисаттв под названием... это я не выговорю. Так что у нас банкай с явной отсылкой на культуру буддизма. Первые 2 иероглифа означают буддийское мировоззрение, что можно записать еще вот так, что в свою очередь интерпретируется как буддийские врата. А обращение в буддизм так и называется – переход в буддийские врата. Потому что, чтобы стать монахом, надо буквально пересечь эти врата. Да-да, вот эти вот, которые на фотографии. Открываем серию и видим буквально эти самые врата, стоящие позади Шутары. Да, они потом раскладываются в ткацкий станок, но просто оцените, как метко мы попали в суть. Следующие 2 иероглифа на санскрите означают время или смерть. Ну, время всегда приводит к смерти, так что поставим знак равенства. Но самое интересное, что это еще и имя. И статуи вот этого многорукие. А как у нас с японского переводится Санджумару? Правильно, 1000 рук. 3-й иероглиф в группе означает человеческие останки или кости. Таким образом, вся группа означает «после окончания времени останется лишь скелет». Следующие 2 иероглифа — это имя самого Занпакта, которое буквально имеет современное значение акупунктура. И, наконец, последний иероглиф. Он означает «перекресток». Также иногда метафорически используется для описания поворотного выбора в жизни. Таким образом, банкай Санджумару Шутары переводится с японского как «пересекая буддийский мир, в конце времен останется только скелет. Швейная игла строит перекресток жизни и смерти». Объясняю еще доходчивее. Великая пряха своим банкаем вышивает жизненный путь всех 6 Квинси на ткани так, что их дальнейшая судьба фактически предопределена. Однако предопределена она до развилки, то есть до перекрестка. Теперь для них существует только 2 пути. И от того, как персонаж решал действовать до применения банкая, решится его судьба. Умрет он или останется жить. Их действия, решения и карма буквально приведут к логическому концу, счастливому или трагическому. Звучит это просто бомбезно, как со стороны обычного зрителя, так и со стороны того, кто читал мангу. В пользу теории о том, что Шутара — это Мойра на японский манер, говорит не только название банкая, но дальнейшее углубление в эти дебри сопряжено с критическими спойлерами. Я обычно стараюсь не рассказывать лишнего в роликах, но тут без этого никак. Поэтому, если вы не читали мангу и не хотите, чтобы я вам рассказал сюжетные повороты 3-го или даже 4-го сезона, просто перемотайте до указанного времени. 3, 2, 1... Начнем с Лилье. Шутара говорит: «Достанется леп тот, кто смотрит на мощь». По манге Баро был побежден мечом под названием Шинкен Хакьёкен. Его прямой перевод — «божественный восьмизеркальный меч».
Будучи в руках у Исана Нао, он отразил мощнейшую атаку Лилье обратно в стреляющего. Что мы видим в серии? Лилье стоит среди 8 зеркал, раненый своими собственными выстрелами. Кроме того, как минимум 2 попадания находятся точно там же, где по манге их оставил первый дан Банкая Кьораку. Подозрительно много сходств, правда? Дальше будет Пернида. Шутара произносит: «Недра черного песка». В манге Пернида сражался против Нему и Маюри Куроцучи, а фамилия Куроцучи переводится как «черная почва». Более того, один из этапов боя также сходится. Пернида поначалу воевал с модифицированным Банкаем Маюри, у которого 70 тысяч слоев эпидермиса, что можно засчитать как борьбу с многочисленными песчинками, затягивающими Перниду. Умер он, конечно, не от этого, но от Куроцучи, то есть черной почвы. Далее Аскин на Клеваар. Тут нам не интересно, что говорит Шутара. Важнее визуальная составляющая. Аскина накрывает 3 листа железа, которые олицетворяют 3 сражавшихся с ним противников: Юруичи, Урахару и Гримджоу. Причем его протыкание в Банкае Шутары можно интерпретировать как отсылку на то, что Гримджоу проткнул ему грудь и добил, вырвав сердце. Следующий — Жерар Валькирия. В Банкае Шутары он показан замороженным. Да, по манге он подвергался полной заморозке, благодаря истинной мощи Банкая капитана Хицугаи. Но Жерара убила не заморозка, он стал только сильнее. Убил же его окончательно очередной Аусвелен. Поэтому либо Шутара очень неточно предопределяет события, либо нас ждет изменение боя Валькирии с капитанами. Следующий — Хашвальд. И снова у нас не попадание в мангу. По манге Белобрысый умер от Аусвелена и ран, полученных в бою с Исидой, но никак не от огня. Да, у него была стычка с Басби, но там он победил очень легко, и нет никаких предпосылок к тому, что именно Бас поучаствует в смерти Хашвальта. Еще огонь фигурирует в судьбе командира Штернритеров, но только в прошлом. Яхве сжег место, где жил Хашвальд, вместе с его дядей. Но тогда как к этому привязать будущее, предрешенное Банкаем, я не знаю. И, наконец, последним предстает Исида Урю. И, понятное дело, в манге он не умирал от Аусвелена никаким образом. И этому есть 2 объяснения. Первое, он использовал свою шрифт, антитезу, тем самым нивелировав Банкай Шутары. Второе, он никогда и не становился на пути злодея, примкнув к Квинси лишь чтобы убить Яхве, поэтому Банкай сшил для него счастливый исход. Тут я вынужден сделать вставку. Дальше я буду приводить аргументы против этой теории. Однако один из аргументов подходит под определение непростительного спойлера, поэтому рассказываю его в этой части. Итак, Банкай, предопределяющий судьбы, плох тем, что Шутаре не жирно менять судьбу целых 2 частей самого Короля Душ. Как бы Пернида — это правая рука Короля Душ, а Жерар вообще его сердце. Там все норм с пауэрскейлингом. А если Исида еще и такой Банкай отразит, то получается он поднимается на 2 ступени выше руки Короля Душ? Неплохая такая заявочка, Куба. Ну ладно, давайте обратно, а то ребятки уже заждались. Встречаем тех, кто перешел по тайм-коду. В общем, можете мне поверить, я все доказал на 4,5 из 6. И таким образом эта теория становится самой правдоподобной из всех, но не без шероховатостей. Но все-таки есть целых 2 причины, почему Банкай, предопределяющий судьбы, плох как концепция. Первая, Оэцу, обращаясь к Шутаре, сказал «убей их». Прямо в японском слышно Киру, то есть искаженное английское kill. Не измени судьбу, а именно убей. Да, может быть это сделано, чтобы не раскрывать карты, но этим Банкай и плох. Он не убивает. Он лишь меняет судьбу, приводя к смерти, а до нее цель может натворить очень много бед и погубить немало душ. Зачем нужны все эти приколы с судьбой, если можно просто убить цель любым доступным способом? Вторая же причина чисто повествовательная. Теперь после Банкая полностью нивелируются все усилия остальных персонажей истории. Зачем нужны последующие превозмогания, если все равно виновные умрут, а невиновные выживут? Да, остальные шинигами не знают этого, но зритель-то знает.
И вводя такой банкай, Куба крадет эту неопределенность у зрителя. А это плохой повествовательный элемент. В общем, если у вас есть свои размышления по поводу банкая Санджумару Шутары, то подробно пишите их в комментариях. Либо же приходите на стрим, который будет через час после выхода этого ролика. Кстати, там еще будет аукцион, где вы можете выбрать, какой ролик мне делать следующим. Будет весело. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.